Здравствуйте, дорогие друзья. Все проверил, нормально, сейчас все запишется, все. Чукча хитрый. Я уже второй раз на эти грабли не наступлю. Так что этот выпуск вы увидите точно, по крайней мере, из-за звука тут проблем никаких не будет. Прежде чем мы приступим к основной части нашего обзора, хотел бы коротенько ответить на пару вопросов. Первый – это Артем Трифонов. Стоит ли Манчжурия 506А своих денег? Артем, стоит. Не такие уж и большие деньги за хорошего барсука просят. И если расценивать это как долгосрочное инвестирование, то я думаю, что это хорошая сделка. Да, знаю, что иногда там что-то где-то как-то в каких-то манчжурцах там что-то там бывает. Но я думаю, если вы берете в правильном месте, то все ваши риски сведены к минимуму. Это хороший массажный инструмент. Так что вот на мой взгляд, он стоит. По крайней мере, вот судя по моим ощущениям, то, что вот я пробовал, когда я его взял в руки и стал бриться, я просто офигел. То есть, если помазок тебя не оставляет равнодушным, это уже хорошо. Это очень хороший массажный инструмент. И следующий вопрос Григория Лепса. Он спрашивает: Вадим, можно ли как-то сравнить Манчжурия 506А «Зенит» и помазок от мужского материка? Сравнить, да, сравнить можно. Их объединяет одно, они барсуки. Все остальное совершенно разное. Если мы говорим за «Зенит 506А» Манчжурия, то он ярко выраженный массажный инструмент. То есть, если вы хотите, чтобы вот так вот вам тут все вот так вот перемололо, зубы пересчитало, там пломбочки проверило, все ли стоит, он там продерет все как нужно. Он, вот с моей точки зрения, он на 75% твердый и 25% мягкий. То есть это не какой-то там, знаете, вот стержень в палец толщиной, который будет вот так вот у вас тут ковыряться. Вот прямой пример. Здесь вот такой стержень, и вы будете вот так вот тут что-то вот там делать, а по краям чуть-чуть мягонько. Манчжурец он другой. А что касается от мужского материка, у него 25% твердости, а 75% мягкости. Твердость не дает ему превратиться в лапшу, вот эти 25%, а 75% образует воздушную подушку. Знаете, на что похоже? Как вот идет катер на воздушной подушке. Как только двигатель начинает работать, у него боковины раздуваются, и у него, знаете, вот такое вот. И вот на этом вот таком вот он так и плывет. И пофигу, почем плывет. По воде, по земле, по снегу, по болоту, пофигу. Вот они. Они создают такую воздушную подушку. У этого побольше, у этого поменьше. У «Зенита» такого и рядом нет. Он просто мнет. Коротенько размялись. Сейчас, ребята, добро прошу на крупный план. Осталось еще с того обзора. Вот эту часть я сейчас переписываю. Так что пока вы там смотрите, чем мы сегодня будем бриться. А я тут уже начну подготовку. Давайте быстрее, не тяните. На свете есть много хороших станков, много средних станков, много так себе станков. Некоторые из этих станков мне довелось попробовать, и как каждый из нас, я, пропуская их через себя, отмечал: этот получше, этот похуже. И вот так вот путем пробы и ошибок я сам для себя выделил два станка. Первый, несомненный из них, который оставил в моей жизни неизгладимый след, подарил массу всяких разных впечатлений, начиная от так себе и заканчивая ярчайшими, это же, конечно, Progress Long Merkur. Очень интересный, универсальный, добротный, качественный инструмент. И я чрезвычайно рад, что он появился в моей жизни, потому что он мне на самом деле многое показал и многое изменил. Скажем так, все радикально и кардинально изменилось после того, как я познакомился с Rockwell 6S, благодаря Александру, царство ему небесное. После того, как я взял в руки этот станок и попробовал его на нескольких вариациях плит, все ушло на задний план. Уже лучшего станка для себя лично я не видел. Причин на то много, я скажу их о некоторых из них в заключительном слове, но сегодня в обзоре будет участвовать именно Rockwell 6S, трехсоставной станок. На последней, вернее крайней плите бриться будем на шестерочке. И так вот, чтобы голову не загружать, вот чем бы я хотел побриться, я не стал мудрствовать лукаво, лезвие взял физер.
С пришеевами все гораздо проще и неказистей. Не так уж много в своей жизни мне довелось попробовать пришеевов. В основном пользуюсь, делаю водичку в мыле и наношу ее в качестве пришеева. Что же касается вот этого крема, он чуть ли не, не единственный, наверное, пришеев, который у меня был за все это время. И он мне очень чертовски понравился. Понравился, как бриться после него, понравился своим запахом. Из всех линеек ProRaso мне больше всего нравится красное своим запахом. И, естественно, я сегодня буду им пользоваться, потому что сегодня такое видео. С мылами все получилось несколько сложнее. Мне очень нравятся вот эти вот все мыла, и каждое из них я бы с удовольствием использовал. Но сегодня просто, знаете, какой-то исключительный такой день. Я решил, буду бриться только тем, что мне больше всего к душе. Именно сегодня. Какая-то часть составляющая это имха, может быть тут виной настроение, но тем не менее. Карандаш Ли. Компания Ли мне очень нравится, и мыло само по себе зачетное, без вариантов. По соотношению цена-качество это один из лидеров рынка с моей точки зрения. А запах, запах у него просто помпезный. Это, знаете, бумс, маленькая бомбочка. Но не буду им сегодня, потому что не хочу с карандашом связываться. Fine. Fine прекрасен не только своими качествами, но и запахами. Platinum один из самых лучших лично для меня. И я бы с удовольствием сегодня на нем прошелся, но почему-то, вот, наверное, из-за настроения сегодня не буду его трогать и уберу в сторонку. Что касается ProRaso, из этих двух, они мне оба дороги. С этого начинал. Это подарило мне радости бритья, влажного бритья. А это пришло потом, и, знаете, по качествам они примерно одинаковые. Да, можно сказать, практически одинаковые. А вот по запаху мне это зашло гораздо больше. И если бы не тот лидер, которого я сегодня выбрал, наверное, все-таки было бы красное ProRaso. Потому что из всех ProRaso красное мне нравится больше всего. Но не они сегодня, ребята, не они. Следующие, кто теребонил мое сознание и заставлял мучиться выбором еще раз, это, конечно же, овечка. Хаслингер. Вот слово французское это, ребята, не буду его вышептывать. Овечка, все вы знаете овечку, да, классно, да, хорошо, но все-таки не то сегодня настроение, чтобы чувствовать вот этот вот запах. Он сам по себе хорош, однозначно хорош, но сегодня, видать, не его звезда, и овечку точно так же убираем в сторону. А вот это, на сегодня это, наверное, номер 2. Потому что вот это вот финское мыло, оно, скажем так, очень сильно меня поразило. А вот запах Сантуту, да, или что это? Санту. Ой. Благовония меня всегда выбивали из головы, но не наши, а восточные. Здесь это очень хорошо все развито. Тут, по-моему, и сандалы, что только не намешано, но намешано так, что просто вышибает из колеи и заставляет вас будоражить сознание, просто как-то все переигрывает. Номер 2 сегодня. Завтра, возможно, он будет первый, но сегодня это номер 2. А лидером уже который раз подряд у меня остается L'Occitane КД. Да, не дешевый, да, недорогой, в смысле, не, скажем так, не расхожий товар. Он стоит у меня уже более 2 лет, любимая мне его подарила, но и как и прежде, он не вышел из колеи, он все еще в строю. Запах это... Давайте я лучше в видео опишу запах. Но, пожалуй, не только его отличные бритвенные качества, а по большей степени, наверное, все-таки запах заставили меня сегодня остановить свой выбор именно на этом мыле. Сегодня будет он. По помазкам, парни, вы, наверное, и сами догадались. Последнее видео я... с трудом останавливаю себя, чтобы не сказать лишних положительных слов об этих 2 помазках, потому что их качество не оставляет меня равнодушным и заставляет получать истинно такое, знаете, настоящее удовольствие в бритье с теми своими качествами, которые вот в нем присутствуют. С одной стороны, казалось бы, да, это обыкновенные барсуки, но в смысле не совсем обыкновенные, Silver Tip и все такое, но у них есть определенный эффект. Об этом эффекте я уже рассказывал. Если бы не одно происшествие, я бы сегодня, наверное, остановил выбор на каком-то из этих 2 помазков. Их отличие. Этот, конечно же, Разормен. Этот от опасная бритва РФ, мюллевский. Вы не можете не заметить, что самое очевидное, это, конечно же, ручки.
То есть здесь ручка попроще, пластиковая. Здесь ручка супер-пупер, бомбическая, с берестой. Это не ручка, это произведение искусства. Каждый раз, когда я беру его в руку, я млею как котенок, потому что это тот инструмент, который приятно брать в руки, от которого просто реально фанатеешь. Это не что-то такое там вот такое, это вот такое. Но узелок-то у парня слегка поменьше. Видите? Все-таки разница в узлах. И та воздушная подушка, воздушно-пенно-шоколадно-обалдительная, соблазнительная подушка, которые дают вот эти оба помазка, здесь побольше и здесь поменьше. Большей долей вероятности остановился бы на этом, потому что в нем купаешься, как просто отдыхаешь. Но тут, скажем так, как часто у нас в жизни бывает, в моей жизни кое-что изменилось и пришла посылка. Посылка пришла вот в таком тубусе, ребята. Так, дайте-ка я сделаю побольше, чтобы вы могли его в правильном формате разглядеть. Смотрите. Это... Я когда открыл, я просто был в шоке. Я боялся открывать, я не знал, что я там внутри увижу. Но все-таки открыл. Кстати, этот тубус даже приучает вас к порядку. Вы не можете его закрыть вот так. Вы сами не захотите его закрывать как попало. Потому что вот так правильно. И я больше чем уверен, что все из вас, ну вот те, по крайней мере, кто приобретет этот помазок, именно так будете закрывать. Ну вот это так вот, как-то вот знаете, это внутри. Это трудно объяснить, но каждый раз, когда я его закрываю, мне хочется совместить эти линии, чтобы все было красиво, все было по фэншую. Я вижу здесь помазок, пышный, красивый, с ручкой, судя по рисунку, похожей на деревянную. Handmade. Надпись подтверждает то, что с ручкой не все так просто. Санкт-Петербург, Раша, Россия. Шавинг браш. Когда открыл коробочку, я сразу же увидел вот эту бумажечку. А когда я ее развернул, ребят, из нее выпало вот это счастье. Вот эти вот, я не знаю сколько там, 27 или 28 миллиметров в диаметре барсучинного счастья. И я увидел ту самую ручку, которая изображена на коробочке, на тубусе. Вы посмотрите, какая она. Это мой любимый размер. Это та ручка, которую всегда удобно держать, и любыми хватами, какие вам придутся. Вы можете держать вот так пальцами, и у вас ничего не будет коробить, вы будете держать полностью всеми фалангами. Можете опорной частью сделать вот так и прихватить здесь. И будете сработать как несколько другим инструментом. Можете взять еще, ну, как хотите можете взять, он все это позволяет. И посмотрите. Ну, заходил я, конечно, на сайт Разерменов, и пытаясь разобраться, какие же, собственно, размеры, но там мне, к сожалению, ничего не помогло. Вот сейчас вот диаметр визуально я измерил где-то на 25-26 миллиметров, 25, скорее всего. Высота же у нас получается вместе с помазкой, в смысле с ручкой, 135. Я не знаю, вам видно, не видно, я сейчас покажу. Нет, даже 140 миллиметров. Сама ручка выходит 80 миллиметров. Смотрите. Это практически то же самое, что было, только разные ручки. Я, насколько понимаю, вот этот помазок люксового исполнения. С деревом я не совсем разобрался. Очень похоже на стабилизированную древесину или на что-то такое. Но вот знаете, вот смотрите, вот здесь вот на срезе, не на срезе, а на поверхности, когда крутишь, я прям вижу перламутр, который вглубь уходит. Вот как это сделано, я не знаю. Но, ребята, это чертовски обалдительно приятно и красиво. Это просто бомба. Забегая вперед, скажу, что вот этот помазок, в отличие от этого, он псиный-то пах. И еще до сих пор запах не прошел. 2 раза я его уже поболтыхал в креме. К сожалению, это все не выбило. Я не особо чувствителен к этому запаху. Вернее, да, я его ощущаю, да, он мне не нравится. Но я не настолько, скажем так, требовательный, чтобы его не терпеть. Потому что я знаю, что через 2-3 раза он сам идет. Те, кому это как бы претит, есть шампуни, есть способы, перекись водорода. Вы это, конечно же, можете убрать. Но как же он, ребята, помпезно красив. Это вот.
И теперь вы меня понимаете, вот как выбирать из этих трех. То есть это очень непростой выбор. Не, ну козе понятно, что вот сегодня будет этот. Но только потому, что я его еще не пробовал в работе, я хочу его попробовать. Но если бы это было просто так, ребята, было бы очень сложно, очень непросто. Вы посмотрите, какая штука. Вы просили на новых помазках смотреть, выпирает ли клеевой узел или нет. Ребята, тут хрен пробьешься, там настолько плотная набивка, что там точно не залезешь. А вот когда я туда пихал палец, я этого клея не чувствовал. Здесь его реально нет. А посмотрите на торец ручки. Стоимость этого помазка, если мне память не изменяет, 5200. Дорого это или нет, не знаю, ребята. Это тот выбор, который вам нужно будет сделать самому. Но, на мой взгляд, прежде чем вы будете принимать решение, нужно понимать, что насколько кошерен и обалденен здесь узел, насколько он прекрасен в работе. И, скажем так, за тубус я не говорю. Да, это отдельное спасибо компании-производителю, что они все это сделали, потому что такого я больше нигде не видел. Но и ручек-то таких я тоже больше нигде не видел. Это 5. Это 5. Посмотрим, как он будет в работе. Что-то мне подсказывает, что не хуже своего младшего собрата. Но выглядит это королевски. Королевски просто выглядит. Вот на мой взгляд, вот эти два парня, если они были бы у кого-то в коллекции, ребята, да тут не то, что стыдиться, тут гордиться можно. Просто реально гордиться. То есть вот это вот два изделия, которые вот по своим, скажем так, внешним показателям, ну просто бомбически прекрасны. Это просто, вот внешне это два джентльмена, два супермена. Это просто обалдеть. Вот так что вот, ребят, вот с помазком так. Будем сегодня работать с этим. Кстати, по наружке посмотрите. Два таких ежика балдежных. Забыл показать, помазок пришел не один, там было еще кое-что, но это кое-что оставим на следующий обзор. А вот подставочку, пожалуй, я покажу сейчас. Вот такая вот подставка еще идет. Здесь интересно то, что вот этот диаметр, он сопряжен вот с этим диаметром. И получается, что когда вы ставите сюда помазок, у вас выходит завершенная картина. Вот такая вот. То есть они как пара, они поженены. Замечательно. В этой вещи есть только вот одно маленькое. Помазок настолько велик, могучий, прекрасен, что вот эта штучка, конечно же, будет маленечко тут чуть-чуть его щетинку ущемлять. Но я думаю, что это не критично, потому что как только вы его намочите, это тут же сразу все пройдет. Когда говорили за мыло, ребята, грешен. Не успел сказать про мусс Гориал. Это еще одно мыло, которое смущает мое сознание, но тоже сегодня не его день. Но при всем при том, это один из моих любимчиков. Нежно, плавно и медленно мы перешли к автошеевым. Из тех доступных, которые у меня есть, это те самые, которые мне на сегодняшний день больше всего нравятся. Мусс Гориал. Это два хорошиста, вот Прораза и Музга. Мне кажется, это товары одной ценовой категории и одного настроения. То есть они вот в своей нише, и они просто доминируют и идут с хорошим настроением, и это настроение дарят людям. У обоих автошейвов запах такой, что он не только поднимает настроение, он еще как-то и улыбаться заставляет. То есть, вы знаете, они какие-то вот светлые, что ли, радостные. И вот, наверное, поэтому они мне и нравятся. И причем в обоих из них нет таких ноток, которые мне в запахе были бы не то чтобы неприятны, а неудобны. Я вот, например, не очень люблю апельсины. Здесь ни в одном из них нет. Зато ребят, это не буду ничего говорить, это просто две обалденных шикарных вещи. Но не их сегодня день, потому что у меня есть старая любовь, которой я буду верен и которую пока сбрасывать со счетов я не собираюсь. К сожалению, эта старая любовь время от времени выкобеливается. Она пропадает с полок магазинов, ее тяжело достать. Но кто ищет, тот всегда найдет, ребята.
Его можно найти. По ценнику от 18 до 35 евро, иногда даже до 40 евро, да, он все еще можно достать. Я думаю, что потом со временем он все равно еще появится. Но я брал его где-то в районе 22, что ли, или 20 евро. У меня он еще есть. И то не я его так израсходовал. Ну, помните, вот может быть самый-самый первый обзор, когда вот по бритью только еще начинали, я в сумке его нес и дури не перекрыл вот здесь вот голову. И, к сожалению, некоторую часть я пролил. Ну а так вот это вот то, что делает мой день, делает мое настроение, которое доставляет и просто заставляет радоваться. Здесь тот запах, который заставляет мою душу раскрываться. Некоторая часть меня уходит в прошлое, вспоминает добрые, сладкие, солнечные деньки, а некоторая часть заставляет радоваться именно здесь и сейчас. Вот какой-то он вот такой. Грушу я покупал к нему дополнительно, потому что в комплекте она не идет. Но купить такую грушу проблем не составит, она стоит сущие копейки. Но мне кажется, все-таки это необходимо было бы сделать, если вы берете такую вещь, потому что именно с грушей он и работает по-другому, и выглядит по-другому. На сегодняшний день, несмотря на все те автошейвы, которые я уже пробовал, и итальянские, и английские, и американские, ну вот, не было бы ничего такого, чтобы взяло бы меня и отвратило от этого Флойда. Флойд как был для меня бомбой, так бомбой и остается. Это старая, добрая, моя, ну, ветшейвовская классика, которая, знаете, вот просто вот как раз зашла и все, и корни пустила, пока этих корней никто не перерубил. Сегодня будет Флойд. Ну что ж, пожалуй, пошли наверх, уже бриться. Ну что ж, вы уже примерно ознакомились со всем, по мазоке замочил. Давайте, наверное, начнем с пришейва. Раз уж я сегодня отрываюсь по полной, то вот так вот просто сам для себя. Это просто обалдеть. Ребята, я понимаю, что все достаточно такое, знаете, относительное, имховые все понятия. Но у прораза мне красная линейка по запаху нравится больше всего. Такая она прям, не, нафиг, когда еще до тебя доберусь, дальше я тебе еще тут намажу. Лялечка. Просто beautiful. И все. Волна пошла, настроение пошел. И все хорошо, и все здорово. Пока эта штучка кушает, давайте, наверное, с пеной разберемся. Пахнет, конечно. Вот что мне еще интересно в этом помазке. Надо как-то отдельное видео будет снять по тому, сколько он себе хомячит. Я еще ни разу не встречал такого помазка, чтобы столько хомячил. Не, ну надо понимать, что размер-то у него тоже нехилый. Тем не менее, вот смотрите, он был замоченный где-то минут 3-5. Обратите внимание, я воду выливаю, с помазка перестало все капать. Вот. А теперь смотрите. Все, я воду удалил, теперь по идее я сейчас пойду в мыло и буду работать в мыле. Но, смотрите, сколько в чаше. По-хорошему, если вы, допустим, накануне чайку перепили, здесь даже опохмелиться можно. Ну, при условии, конечно, это если не вода, а спирт. Смотрите. Ну, где-то грамм, так визуально 70-80 он себя вот насобирал. Это прям, вот прям меня радует. Так как у нас это полукрем, добавлять больше ничего не будем, просто загружаем помазочек. Грешин, я уже 3 раза с ним поработал, 2 или 3 раза, просто для того, чтобы, ну, он, скажем так, начал потихонечку входить в кондицию. Во-первых, во-вторых, в отличие от мужского материка с пластиковой ручкой, он попахивает псинкой. Меня это не сильно коробит. Ребята, вот кому не влом, оставьте, пожалуйста, в комментариях под видео свои способы, как вы избавляетесь от запаха псины. Я знаю, что уже и за шампунь пописали, и за перекись водорода, вот за все эти пироги. Если вам не трудно, оставьте еще раз комментарий. Я это постараюсь как-то сохранить, чтобы в следующий раз, если кто-то из новичков спросит, я бы смог ему так тырц, вот, смотри, дорогой товарищ, вот нормальные пацаны делают вот так. Как вы сами понимаете, не так уж и много времени прошло. Вот смотрите.
Ну, это уже, это не пена, это какое-то жидкий пенопласт какой-то вот такой, знаете, прям вообще офигеть. Я дальше даже и не пойду. Вот. Я вот сейчас вот соберу здесь вот маленечко. Видите, мы все это вот оставили, а на помазочке останется вот так. Так, это что такое? А, нет, это не волос, это вот с крышки. Тут еще один. Какая-то фигня. Так. Все, отмачиваемся. Сейчас пока на салфетке сидел, компресс делал, вот смотрел на все эти вещи. И, ребят, хочу вам сказать еще раз спасибо. Спасибо. Если бы не вы, вот этот толчок бы не дали, я бы, наверное, сам вот долго бы еще отваживался на все это. Но сейчас, благодаря вам и стечению обстоятельств, я не только один раз, я уже второй раз бреюсь этим, и мне чертовски приятно, прям, знаете, прям так, хорошо, хорошо. Компресс сделали, пошли. Здесь у нас сейчас полностью с минимумом воды одна пена. Вначале мы все это нанесем на лицо, так как влаги маленечко есть, а потом чуть-чуть добавляя воды, начнем уже творить добро. Твою медь. Вот. Ну вот же, вот, ну вот. 100% один и тот же узел. 100%. Вот прям к бабке не ходи. Это вот это все, это одного поля ягоды, ребята, блин. Я просто офигеваю. У меня вот сейчас вот в голове маленечко все это собирается под заключительное слово. Ну, есть что сказать, есть. Водички добавили. Видите, она у нас стала такая уже более такая пластичная. Еще водички. Представьте себе мягкую кожу, в которую засыпали шарики. И вы вот мячик, засыпали шарики, и вы мячиком, когда катаете, вы до конца не продавите, шарики не дадут, и в то же самое время твердым вы это не назовете. И вот это вот все, и гладким тоже нет, потому что здесь все-таки кончики вот этого есть, и вот это все по вам перекатывается, это все вот так вот вас голтовка. Вот как голтовка работает, и прям. Этот помазок в моей жизни, ну скажем так, изменил многое. Он заставил меня пересмотреть многие вещи, взглянуть на них совершенно с другой стороны, под другим углом зрения. Так, ну что, 6-я плита, физер. Поехали. Как корова языком слезала. Все-таки с пеной я перегустил. И смотрите, что происходит. Он не только пену снимает, он мыло само снимает. Никогда раньше не сталкивался с такой бедой. Но, судя по всему, действительно слишком уж густющую я там субстанцию навел. Поэтому мылом-то и забивается.
Опять мыло. Неожиданный такой поворот, смотрите. Сейчас мы это мыло полностью уберем, переведем его в нормальную пену. Видимо, я перезагрузил помазок или наоборот, водички не добавил. Но так как мы с вами пошли сразу на лицо, ну понятно, что оно слишком густое. Его еще разбавлять и разбавлять. Ловлю себя на мысли, что вожу по мазкам не из-за того, чтобы что-то там накрыть, покрыть пеной, а просто ради удовольствия. Потому что на самом-то деле он работает не так, как все остальные помазки. Вот сейчас вот это формируется, сейчас. Ну что же, медленно, но верно мы подошли к третьему проходу. I love you, baby. Странная ситуация, подбревать практически нечего, а помазок еще полный. Ну, во-первых, конечно же, из-за мыла, во-вторых, из-за размеров. Но не откажу себе в удовольствии, все равно сейчас еще раз пройду. Ну вот, пожалуй, что и все. Наверное, смысла нет смотреть, что в этом помазке, потому что я не пеной брился все это время, а мылом. И все равно мы его выжмем. Вот он, пустой. О, вот что. Все в порядке, все хорошо. Блин, ну эти французы, ёпрст, это вот как что сделают. Запах, конечно, да. Ну все, хлопцы. Так, сейчас я быстренько все это уберу и на автошейв. Да, ребят. Маленько поторопился, все-таки там в одном месте себе засадил, но, как видите, компресс все вылечил. Да. По большому счету я склонен это списать на то, что побрился на день раньше, чем я обычно привык. В принципе, конечно же, могу бриться каждый день, но ты не можешь, вот если ты бреешься через 3-4 дня, а потом раз сразу через один и ждать каких-то хороших результатов. Кожа к этому не привыкла. Вот и моя привыкла на 3-й, на 4-й день. А тут хлобысь вот буквально. Ну, мне завтра улетать, у меня до самолета 4 часа. Ну, куда? Все тянуть уже никак. Так что нравится, не нравится. Брейся, моя красавица. Ну что ж, автошейвик, Флойд. Необычный внешний вид.
и необычные свойства. Я не знаю, чем он цепляет. Мне кажется, тут все в совокупности. Ну, поехали, друг мой. Давно мы с тобой не виделись. Ох, хорошо-то как. Хорошо, ребятушки. Пум! Как стержень ставили, даже позвоночник сразу, и все. И ты опять живой, и все нормально. Так, а сейчас все пофигу, сейчас все поборем. С чего тут начали? Про расы. Ребят, насколько он эффективен как автошейв, как пришейв, подготавливающий щетину, размягчающий волоски, поднимающих и приготавливающего для последующего сбривания. Вот знаете, вот каких-то исследований я не проводил, и я не могу вот так вот досконально вам все разложить по полочкам и сказать. Но я знаю точно, что каждый раз, когда я его использую, у меня поднимается настроение. Я знаю точно, что каждый раз, когда я его использую, у меня внутри что-то, знаете, вот так вот, как маленький вот такой какой-то вот вихренок такой, как смерчонок такой зарождается, и он все на своем кругу цепляет, и в итоге у меня получается обалденное, шикарное бритье, потому что он все в это втягивает. Мне нравится в нем все, от фактуры до использования и запаха. Можно ли без него? Да, конечно, можно. Любое мыло взяли, водички налили, разболтыхали, пум-пум-пум, подержали 2-3 минуты. Вот, тот же самый автошейв, пришейв, прошу прощения. Но это несколько иное. Да, конечно, компания заверяет, что его можно использовать еще как и автошейв. В этом его качестве я ни разу не использовал, да, наверное, и не буду, потому что, ну, мне жиденькое что-нибудь такое подавать, как дал драчевое, что ух так. Ну, это маленечко другое. И тем не менее, я считаю это одним из самых удачных изделий компании. И ни капли, ни секунды не жалею, что когда-то давным-давно он появился в моих владениях и до сих пор меня радует. Классная зачетная штука. Понимаю, что достаточно имхово, но тем не менее, вот я радуюсь, что у меня это есть. И каждый раз, когда получается его использовать, мне приятно и хорошо. Что касается мыла. Мыло КД, оно с первого дня, как я его увидел, оно не оставило меня равнодушным. Выбило из колеи сразу и заставило переживать сразу по многим причинам. Первая и самая основная. Я знал, сколько оно стоит, и я его хотел. Но моя жаба каждый раз вешала кому надо, и хомяк никак не получалось у него вырвать эту кусочек, заветную баночку. А любимая, Лариска у меня другой человек. У нас как-то так все время все получается, что мне для нее ничего не жалко, мне ничего нафиг не надо, я лучше ей отдам. А у нее наоборот. И как-то что-то проболтался случайно. Вот и получил эту баночку. Блин, парни, как же я радовался. Оно, ну да, дорогое, я не знаю, оно сейчас где-то в районе 2300, может 2700. Но блин, ну какое же оно фактурное, кошерное, элегантное. Вот, понимаете, сам запах по себе, он не вычурный, он какой-то тонко зовущий, романтический какой-то. Никакой пошлости, никаких, знаете, вот таких супер-пупер каких-то вот целенаправленных, прямых, как лом, акцентов вообще ничего нет. Интрига, возможно, какая-то, да, что-то такое есть. Ну и чему удивляться, если оно французское. То есть вот эти ребята-то сами как-то по себе, они непростые. Вот такой непростой продукт у них и получился. Этой банке уже более 2 лет, может быть даже за 3 года. Но вот сколько она стоит, время от времени пересыхает, трескается. Раз так кисточкой провел, и оно опять ожило, и опять работает. Вещь, однозначная вещь. У этого мыла только одно противопоказание – цена. Все остальное, ребята, 5. Даже 6. Хорошая, классная штука, но дорогая. Станок. Ребят, неделя не проходит, чтобы кто-то из моих подписчиков не отписался в ВК и не сказал: Вадим, взял я Роквелла, блин, бомба, космос.
Такое последнее сообщение я получил буквально вчера или позавчера, или сегодня даже. День сегодня такой напряженный, не помню. Откуда вот это все? Во-первых, хочу сказать огромное спасибо Александру, царство ему небесное, за то, что благодаря с его подачи, и благодаря его широкой душе и большому сердцу получилось попробовать в принципе этот станок. Потому что если бы не Сашка, да хрен бы я его когда попробовал, потому что станок 100-120 баксов. Ну, много среди нас таких, которые, ну а что, да ладно, попробуй, да фиг с ним. Нет, ребята, цена не маленькая. Поэтому вот как-то так. И второе спасибо хотел бы сказать, это Александру Карасеву. Ой, прошу прощения. Андрею Карасеву, прошу прощения, зарапортовался. Благодаря Андрюхе, ну, в принципе, получилось точно так же, как вот в варианте с Лариской. Я что-то ныл. Андрюха, блин, станок такой. Он говорит, что ты паришься? Говорит, вон, говорит, там продают. И на Авито везде. Говорит, слушай, ну как-то что-то это, бэушный. Говорит, ну что такое? Ну, человек говорит, что новый там, ну не зашел. То все, кстати, да, такое может быть. И вот благодаря Андрею у меня появилась возможность этот станок приобрести, за что ему огромное спасибо. Чем же этот станок меня покорил? Первое, ребята, это внешний вид и его фактурность, и его материальная часть, я бы сказал так. В моих глазах здесь получилось удачное сочетание веса, центровки, качества обработки и внешнего вида. Я его, когда беру в руки, он у меня как влитой сидит. Он не скользит, не подпрыгивает. И вообще даже каких-то помыслов нет как-то уйти в сторону. Второе, чем он меня поразил, это его совершенно безразличное отношение к типу лезвий. По-русски говоря, ему похрену, что вы туда ставите. Пофигу. Вообще. Ставьте туда любое лезвие, он будет брить. С большей степенью удобности, с меньшей комфортности, но тем не менее он побреет вас всегда, и то, вот скажем так, вот эти вот плюсовые и минусовые разлеты, они никогда не выйдут, у меня, по крайней мере, ни разу не выходили, из зоны комфортности. Просто с чем-то чуть более комфортно, с чем-то чуть менее комфортно, но он бреет всегда. Как это сделали люди, я не знаю, ребят, не спрашивайте. Но это единственный станок, который так наплевательски относится к типу лезвий. Я не знаю, почему это происходит, но это происходит. Третья вещь, которая меня поразила, и, честно сказать, такое в станках-то редко встречается, его непритязательность к технике бритья. Он всепрощающий. В отличие от других станков, если вы, допустим, начнете пренебрегать техникой, то с большей долей вероятности вы попадете или на раздражение, или располосуете себя. Здесь же вы попадете на то, что вы себя не побреете. То есть не будете заморачиваться на технику, просто останетесь небритым. И вас станок сам заставит, стоп, друг, ну-ка давай-ка поправим, как там, ну-ка давай сначала, и тын, и все. И вот эти вот три качества в одном станке, ребят, я вам честно скажу, я не встречал такого. Ближайший сородич, так, куда-то сородич делся, Прогресс Лонг. Очень хороший станок, спору нет. Станок обалденный, вообще просто классный. Но, блин, ребят, у него нет той всепрощающей халатности и такой наплевательскому такому отношению к лезвиям, как у Роквелла. Нету. Есть такие лезвия, которые на него поставите и бриться не сможете. Есть такие лезвия, которые вы поставите и располосуетесь, и все нафиг. И с техникой здесь тоже как бы дружить-то надо. Да, это не самый опасный в мире станок, но тем не менее, если вы будете пренебрегать техникой, он вам фейс-то подпортит. А этот нет. Забыл, к сожалению, не могу сейчас сказать, под каким выпуском видео, но один из моих подписчиков вышел, набрался смелости и сказал: ребята, чего вы лукавите? Каждый раз, когда новички спрашивают, а что взять? Да, говорит, вот это надо советовать, Rockwell 6S. Потому что он вам сэкономит и время, и деньги. Вам не нужно будет перебирать, а вот как мне этот, как мне тот. Вот на Медне буквально ко мне, вчера, может быть, или позавчера, вчера человек обратился, душевный, хороший, нормальный пацан. Насмотрелся моих видео, взял вейши, ему понравилось, зашло все прекрасно. Сейчас он думает уйти с этого вейши. Потому что слишком много ему приходится им скоблиться, для него станок слишком мягкий.
И высыпает мне большое-большое письмо, где веером говорит: Вадим, а как вот этот станок, а как вот этот станок, а как вот этот станок? Дорогой ты мой друг, извини, сейчас до ВК не могу дойти, времени мало, не помню твоего имени. Я не... Парни, я такой же, как вы. Я не гуру, я не какой-то там, у меня нет нимба над головой. Я не могу посмотреть на ваш комментарий вам в лицо и сказать: о, смотри, Меркер прогресс. Ух ты, блин, 23C. Так, тебе прописывают 34D. Не умею я так, и никто не умеет. Целиком и полностью это ваше. Это ваш путь, ваша школа, ваша дорога. За вас ее никто не пройдет. Пока ты не возьмешь в руки станок, пока ты не возьмешь 5-10 лезвий и все в ней поперепробуешь, никто не даст тебе ответа, хорош этот станок для тебя или нет. А вот с этим что-то, нечто подобное можно. Я практически любому человеку могу сказать: Rockwell 6S. Ну блин, но он не 3 копейки стоит. Так что вот такая вот фигня, ребят. И да, очень печальная вещь. Ну, во-первых, Rockwell заходит не 100%. Я знаю людей, которые его продавали и которым он не зашел. Да, их мало, их ничтожно мало, но все-таки они есть. И не в этом печаль. Печаль в том, что несмотря на всю свою уникальность, несмотря на всю свою супер-пупер вот такую вот офигительность, почему-то компания-производитель до сих пор не озаботилась качеством. Время от времени всплывают разговоры, что людям попадают некачественные станки. На 6-й плите зазора, на 1-й плите зазора вообще нет. Разные по цвету голова и ручка, разный вылет лезвия. Ну то есть вот откуда люди провели такую работу, ну откуда вот это лезет, я не пойму. Хорошо, что это не часто бывает, но, к сожалению, это бывает. И это очень печально, это очень грустно. Так, помазок, наверное, напоследок оставим. Автошейв. Ребят, Флойд это не что-то новомодное. Флойд это старая добрая водичка, которую выпускают итальянцы. Да, это итальянская ветка. Есть еще Флойд желтый, это испанская ветка. Он хороший, хороший. Но понимаете, красивых женщин много. Но вот ты ж вот стоит 100 красивых женщин, ты на все 100 посмотрел, и дай бог, если у тебя на одну ёкнет. А может быть и вообще наоборот, не ёкнет ни на одну, а рядом 101-я стоит, да и красавицей-то никто не назовет. А у тебя буф, как выстрелила, и ты забил болт на всей эту сотню, и ты бежишь к той, которая 101-я не красавица. Почему-то? Я не знаю, но так бывает, так бывает. Вот в этом случае вот у меня точно такая же штука выскочила. По большому счету, я не знаю, как вот описать вот это все, но все в совокупе. Баллон, внешний вид, запах, его работа. Кстати, пленки уже нет нифига. И вот это вот все, как вот он делает. Ребята, я просто отдыхаю. Вот говорят же шестидесятники, семидесятники, восьмидесятники. То есть вот описывают тот временной промежуток, когда на Земле не только люди были другие, но и как-то вот сами отношения были другие. И настолько другие, что это все в воздухе плавало. То есть вот блеск в глазах, эмоции, смех, улыбки, как-то вот какие-то вот эти вот все вот дела, они были совершенно другие. Вот для меня вот это какие-то 60-е. Это вот как я маленький, на трехколесном велосипеде гоняю, а впереди батя идет. Я знаю, что он идет в парикмахерскую, а я за ним. Он меня гонит, типа там, иди, нет, я тут своими делами. А я за ним фигачу. Он заходит в парикмахерскую, а там дядьки взрослые. Седой такой старичок, ну седой. Я сейчас, тогда-то о чем мне было, там, может быть, 3-4 года. Вот там запах другой. Вот говорят барбершоп. Вот в этом слове все вбито. Кожаное кресло, отец садится в него, старичок там сзади педальку вот эту тыр-тыр-тыр там поднял, как, ну он немного так ногой делал, потому что батя у меня высокий был, по 2 метра ростом. Накидывает на него вот это вот белое там, как его там, покрывало или там простыня или что там, ну вот, чтобы волосы не падали. И начинает священнодействовать. Ему и брызгать-то ничем не надо было, потому что вся парикмахерская этим пропахшая была. Но все равно в конце. За одеколон я не помню, сколько брали. То ли 5 копеек, то ли 15, то ли 20. 20, по-моему.
И груша была у этого дядьки другая. Она была стеклянная какая-то, знаете, как граненый графин, плоская, широкая, раздвинутая такая. И вот эта вот фигня была у него тоже другая. Она была оранжевого цвета, и груша была оранжевая, здесь ровная, а там с такими просечками, вот такими радиальными и диагональными. И он на батю брызгал шипром. Понятно, что там был шипр, а здесь Флойд. Но я когда вот смотрел на все вот это, я думал, что вот я когда-нибудь вырасту большой, и вот я тоже вот так по-взрослому буду пшикаться. Вот прошли годы, и вот она, груша. Я пшикаюсь. Это вещь, ребят. И неважно, что я тут делаю, чем тут автошевлюсь, там, что тут, как тут, вот это все совершенно по барабану. Я-то знаю, что у меня есть Флойд. Он стоит вот там вот в ящичке и не чирикает. Он знает, что рано или поздно я к нему вернусь. И он не торопит. И я не тороплюсь, потому что я знаю, что у меня есть он, а он знает, что я его ни на кого не променяю. Так что вот как-то вот так вот. Если спросить так вот коротко, самый лучший автошейв, ну вот, пожалуй, его бы я мог так назвать. Хотя те, которые мне нравятся, их тоже много, очень много. Но вот тут что-то вот в этом случае вот какое-то вот особенное такое, вот необычное. Помазок. Я благодарен материку, мужскому материку, и благодарен опасной бритве РФ за то, что они... Так, а куда ты делся? Видел же я тебя. А, вот он. За то, что они меня познакомили вот с этими вот вещами. Это те помазки, которые перевернули у меня внутри все, потому что до того, как я в принципе-то разными помазками пользовался. Были и недорогие за 5 долларов, 5 евро, были и ужасно дорогие благодаря Сашке там и за 400, и за 500, и за 600 баксов. Вот это вот все я попробовал, не хочу сказать, что я какой-то супер-пупер, там какой-то гуру в этом городе или в этом районе, ну разве что в этой квартире, потому что кроме Лариски и мамы никого больше нет. Но все-таки, знаете, какая-то схема сложилась, уже сформировалась, и благодаря тому, что не дешевые, отнюдь не дешевые помазки из барсука я уже тоже пробовал, как бы, ну 170 евро-то это тоже не 3 копейки. То есть эта схема в голове сложилась. Кирпичики, мозаика, все это утряслось, выложился какой-то рисунок. Я и жил по этому рисунку. И знать не знал, что все это фигня. Потому что первый пришел этот и сказал: слышь, друг, а нифига-то ты еще не знаешь, дай-ка я тебя удивлю и покажу то, чего ты никогда раньше не видел. Дыдыщ! И дарит мне вот это вот самое, вот то, о чем вот у меня с панталыку сбил, как корова копытом легнула. Я понял, что я еще вообще ни хрена не знаю. Потому что есть вот эти вот вещи. Вот та самая внутри подушечка, про которую я вам все время говорил. Я думал, может быть, мужской материк как-то умудрился такие вот узлы взять, найти, к себе притащили. Может, они какие-то вот такие вот особенные. И у других-то почему я такого нигде не встречал? В том числе и у барсука. И тут приходит из опасной бритвы РФ. И то же самое. Оказывается, у Мюли есть то же самое. Да, узел поменьше, да, тут всего поменьше, и подушка тоже поменьше, но она есть. Она здесь тоже есть. Вот это вот та самая вот эта вот подушечка, которая вот, она тебе там все перекатывает, все переделывает. Вот тот же самый узел. Мало того, что эти помазки показали мне то, что я во влажном брите еще, ну, не так уж и много-то знаю. Уж все-то точно не знаю. Кого-то все никто не может знать. Что я еще очень мало знаю. Они меня еще и в тупик поставили, потому что, ну вот смотрите, не так давно у нас был разговор, что ой, что там мужской материк, вон на Али там вот за 50 баксов. Ну да, очень даже может быть, что там тоже хорошие помазки. Но есть вопрос. Вот смотрите. Ну, к примеру, вот этот помазок, ну где-то 3-3,5. Ну, 3,200, я не помню. Вот этот помазок, где-то 10-11 тысяч. Это все барсуки. Вот этот помазок, 170 евро, пересчитайте, сколько там, ну тоже не 3 копейки. И вот помазок, где-то примерно 5-5,5. Ну так как люксовый вариант с ручкой. Это все барсуки, этих барсуков еще куча. Покупая такой барсук, вопрос, а что там внутри будет?
Потому что, например, вот этот за 170 евро, он очень хороший по качеству, он очень обалденный. И Шаймаку я бесконечно благодарен, что он мне познакомил с этим помазком и прислал мне его. Шаймак вот это сделал на 5 с плюсом. Но у него стержень. Стержень. В работе он несколько похож вот на эти помазки. То же самое вот фибра Эпсилон. Стержень где-то вот. Белонговская фибра, стержень. Посередине есть стержень, и вот этим стержнем ты себе вот тут вот все и делаешь. Что там на Али за 50 баксов? А ну как такая же фигня. Да нахрена он не нужен? Вот если бы я знал, что на Али нечто вот из этого, вот тогда другое дело. Я бы с удовольствием тогда даже все, и я первый побежал бы покупать. Не, ну условно. А это я все к чему? Ребят, помазков на картинке много, но каковы они будут в действии? Потому что вот смотрите, например, вот это вот 2 весла, вот 3 весла, а вот эта лампочка. Вопрос. Лампочки все вот такие с стержнем, а весла все вот такие с воздушной подушкой? Или это случайность, или это просто узел так подобран, или это волоски так скомпоновали? На самом деле вопросов-то очень много. Я бесконечно рад, что мне получилось познакомиться вот с такими помазками. И я теперь не хочу рисковать, потому что если я, допустим, буду смотреть на помазок за 50, за 100, за 150, за 200 евро, долларов, я буду понимать, что он хороший. Но какой он в работе, я уже не буду понимать. И это меня очень печалит. Потому что я хочу вот такое, и я не хочу вот такое. Вот как-то вот так вот, наверное. Меня вот сейчас вот скажи вот так вот, Вадим, вот все заберем, оставь вот, допустим, 3 помазка. Вот, я выбрал, ребят. Мне других не надо, нафиг. Если бы сказали, все заберем, оставь 1. Вот тут бы, конечно, да. Вот тут бы была, конечно, жопа. Потому что, ну вот этот мне из-за ручки очень нравится и по весу. Его взял и так прям, знаете, прям такой, ну русский богатырь, да еще и берестяной, да еще такой, такой тяжеленький, да еще с этой воздушной подушечкой, ну прям лялечка. Ну вот прям в дорогу это вот самое оно, прям вообще вот вещь. Ну а с этими богатырями, не, ну понятно, что здесь ручка, березовый шпон, что тут это не то чтобы и стабилизированная древесина, и она как-то вот полиэфирными смолами, как-то там вот это все при высокой температуре, при давлении все сделали, что вот это вечно. Это не только красиво, но это еще и детям, внукам достанется. А это всего лишь пластик. Вот из этих бы было выбирать мне все-таки легче, потому что пластиковая ручка, бомбезная ручка. Ну что тут выбирать-то, узлы одинаковые. Ну конечно бомбезная ручка. А вот как бы вот тут выбирать. Я бы все-таки того дяденьку, который мне условия ставил, попросил бы, слышь, братан, ну и он нафиг 1, давай я 2 оставлю. И оставил бы вот эти вот ребята. А что касается станков, даже бы и не гадал. Rockwell 6S. Все. Он мне все заменит. От 1 до 6, пожалуйста. Кто на постоянке на 3, 4 юзает, да полно таких людей. Кому нравится 6, да полно таких людей. Кто работает на 1, 2, да никто не работает. Слишком мягко. Это тот же самый вейши. Поэтому остается 3, 4, 5, 6. О, на все случаи жизни. Что еще надо? Все нормально, все хорошо. Ребят, извините, что с первого видео вышла такая неприятная штучка. Расстроился я тогда очень-очень. Судя по всему, и вас маленечко тоже напряг. Парни, не хотел вас никого цепануть, потому что внутри вот такой раскардаш. И думаю, твою мать, вот сейчас люди ждут, а у меня вот тут полный абзац, и чё? И вот с таким настроением пошел писать видео, что хлопцы, ничего не будет. Но, видать, не скрыл эмоции, вот так и получилось. Извините, переволновалась понапрасну. А на самом-то деле, я рад, что тема бритья в ваших сердцах находит все больше и больше отклик. И чертовски приятно, что у меня на канале есть такие люди, как вы. Ну и, естественно, я вас не подведу. Сейчас вот быстренько в командировку смотаюсь, 12 числа обратно вернусь. Ну и опять будем бриться. Куда мы нафиг денемся? Ладно, все, ребята. Давайте, до встречи. Дай вам Бог добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Ну и пускай у вас всегда все будет хорошо. До новых встреч на канале. С вами был я, Вадим. Пока-пока.